Как вы к этому относитесь вообще? Наверное, негативно больше, я думаю. Безразлично. Вот как-то так. Вот как-то так. Короче, не нравится — не смотри, а не отписывайся, не устраивай кипиш там по всякому поводу и без повода. Рекордные отписки. Хэштег cancel Netflix в топе Твиттера. Провокация или нет дыма без огня? Сегодня мы узнаем у людей, что они думают о нашумевшей премьере фильма «Милашки» от Netflix. Поехали. Скажите, пожалуйста, а вы Netflix смотрите? Редко. А слышали что-нибудь про фильм «Милашки», который недавно Netflix выпустил? Нет. Да, смотрим. Смотрим. «Милашки» фильм. Слышали, но не смотрим. Сериал. Я не знаю. Сериал. Это же сериал? Да. Хрен знает, сериал или фильм. Ну, ты знаешь, да, в чем прикол этого сериала? Ну, я слышала, что это сериал про девочек молоденьких, которые танцуют, типа черлидинга, и одна девочка из низкой, ну, у нее низкий социальный статус у семьи, и сериал объявляют то ли в сексизме, то ли в том, что показывают девочек в не самом лучшем свете, ну, в смысле для их возраста, и хотят, ну, как там, запретить или не запретить, ну, что-то такое. То есть я чисто в новостях видела. Как вообще вот вы относитесь к этому? Через художественные фильмы, там еще что-то, когда детей позиционируют именно в таком вот аспекте? Нормально. Ну а почему бы нет? Да классно. То есть все это шляпа, да, то, что там взрослые начинают кипиш, типа из серии «Ой, вы там начинаете детей сексуализировать, бла-бла-бла, тра-ля-ля». Ну да. Да. Вообще, как ты к этому относишься? Я к этому отношусь спокойно, так как каждый выбирает для себя то, что хочет в этой жизни, и я думаю, что в этом не должно быть рамок. А к пропаганде точно так же это все зависит от человека, который это смотрит. Каждый все воспринимает по-своему, то есть я не думаю, что это плохо. Как вы к этому относитесь вообще? Наверное, негативно больше, я думаю. Безразлично. Не знаю, мне кажется, разум детей все же не очень окрепший. И если это смотрят дети, то это пропаганда, наверное. Я думаю, что приемлем. То есть считаете, что весь этот кипиш, весь этот из серии там «Отпишемся от Netflix», бла-бла-бла, это все ерунда? Может быть, это реклама? Вы как вообще к этому относитесь? Но у меня дочка, поэтому я бы к этому тоже негативно относилась. Считаете ли это нормальным, либо нет? Ну, чтобы в кино преподносить вот такой момент. Нет. Смотря какие девочки. Молоденькие. Ну тогда не очень. Наверное, я буду против, потому что я вообще взгляд такого консервативного больше. Вот. Ну и мировоззрение немного другое, поэтому я против такого. Ну, я, наверное, тоже против, но, с другой стороны, конечно, можно показать, что есть такие люди, что они, в принципе, существуют, что есть такие, как бы, ниши, когда там девушки там вынуждены, может быть, каким-то образом так себя позиционировать, да, но именно, что прям массово это было, я бы была бы против, вот. То есть, в принципе, это нормально? Ну, я не видел сериал, но я думаю, что у нас склонны преувеличивать излишне. Ну, история та же, что с пчелками. Возможно, да. То есть девчонки там лет 13-14 танцуют четверг, это нормально? Ничего страшного в этом нет такого, но... Да смотря как, в чем танцуют. Не, ну, не голый. Да, это Как бы танец, они же не голые танцуют там, поэтому... Ну, тверк — это тоже вид танца, и вполне, если детей к этому не принуждают, и им на самом деле нравится самим это делать, то, я думаю, для них это имеет смысл. Если им нравится, пусть снимаются, танцуют, чтобы тоже не принуждали их к съемке. То есть вы должны снимать, такого не должно быть. Если они хотят сниматься, они снимаются. Ну, то есть, если это по доброй воле, если актерам, которые в этом снимаются, их все устраивает и все нравится, то, в принципе, ничего в этом такого нет. Это как бы одна из современных тенденций. В принципе, молодежь сейчас этим увлекается, даже больше чем-то другим увлекается. В принципе, вы считаете, что это нормально? Я считаю, что да, потому что, ну, на самом деле, любой танец — это искусство, и в это вкладывается очень много сил. Я сама танцор, поэтому знаю. Вот. И я думаю, что если ребенку с самого детства это нравится, и он хочет как-то, может быть, даже завязать с этим карьеру, то да. Ну, я тоже согласна. Если нравится, то пусть делает. Никто не ограничивает сейчас. Толерантное общество, и все друг друга поддерживают.
А вот как считаете, вот обоснованные ли наезды общественности вот именно к Netflix за то, что вот они выпустили этот фильм? Не знаю даже. Возможно, да, потому что, Netflix сейчас, он у нас, например, в России, он сейчас очень начал популяризироваться, то есть раньше такого не было, но сейчас все больше и больше смотрят его, и... Но ведь не просто так, да, потому что контент классный. Да, контент классный, но вот не знаю, вот насчет... Не хотелось бы, чтобы он таким образом популяризировал это, то есть чтобы другие молодые девочки тоже смотрели и думали, что вот так тоже можно, значит. Вот. Конечно, хотелось бы больше, наверное, фильмов, которые были бы, не знаю, поучающими, которые могли бы развивать другие аспекты, то есть там что-то более интересное, не знаю, там, как девушка пошла учиться на ракетостроителя, например, вот. Как что-то более интересное для меня было бы, например. А вот создатели, кстати, после вот этих обвинений говорят о том, что они никоим образом не пропагандируют это, а просто показывают реальность. Ну вот согласитесь, да, в наше время, в принципе, это, может быть, не стало нормой, но это происходит. Молодые девчонки смотрят на более взрослых девчонок в том же Инстаграме, в том же ТикТоке. Мы сейчас где с вами находимся? На этом кладбище ТикТок, не кладбище, а как, в общем, да, площадки тиктокеров. Вот, и что, создатели просто этим показали одну часть реальности, которая сейчас вот в современном обществе происходит. Если бы они показали, что так не нужно делать, это неправильно, тогда, наверное, это имеет место быть. А если они это, хоть они и говорят, что не пропагандируют, но все равно они же берут на себя эту ответственность, они снимают, они показывают. Значит, и выводы должны быть соответствующие. Вот я тоже, как я вначале сказала, что да, это можно показать, что это есть, но не так, что это хорошо, да, то есть все-таки показать, что это в более негативном ключе, что там как это может отразиться на репутации тех же самых девушек, да, вот. Как-то так. А как вообще считаете, вот в целом у нас система, наверное, уже как-то должна поменяться, когда вот, да, у нас там раньше воспринимали, что молодые девочки, молодые ребята, они там все, ни в коем случае ничего такого сексуального, бла-бла-бла. Сейчас же у нас, по факту, да, уже все совершенно давно иначе. То есть, вот по-вашему, на ваш взгляд, вот этот вообще момент можно было как-то бы перенести, наверное, сбавить какие-то там ограничения возрастные. А смысл, если сейчас дети в 12 знают больше, чем, я не знаю, люди в 20, в 30 лет? То же самое. Да. С одной стороны, кто-то воспринимает, что это пропаганда, а с другой стороны, создатели пишут, комментируют о том, что они просто показали реалии существующие. То есть даже без этого фильма это происходит. Они просто сняли это и через кинематограф зрителям это показали. Но некоторые почему-то их обвиняют именно в пропаганде. Тоже все может быть. Просто, допустим, наверное, в Америке тоже такое может происходить. Девчонки действительно танцуют, и даже у нас, если в стране девчонки танцуют, и показывают реалии, может быть. Возможно, просто кто-то, кто не танцует, посмотрит, они так могут, и я тоже хочу. Наверное, с этой стороны, да, не совсем правильно, а так, Вот как вы считаете, вообще, в принципе, обоснована эта претензия Netflix? Я считаю, что каждый имеет право на свое мнение, но отписываться от стримингового классного канала, от того, что у них... Пока-пока! Аккуратней, извините. Отписываться от канала, не знаю, насколько это действительно так, тем более, что в мире... наверное, демонстрировать это сильно не нужно, да, какой-то сексизм, но у всех своя точка зрения. Я считаю, что отписываться при этом от канала... Я отписываться точно не буду, потому что там полно других что... материалов, и это, мне кажется, надо связывать друг с другом. Netflix делает очень хороший контент, да, замечательные материалы, сериалы и различные, не только американские. Вот взять. Какой последний мы смотрели классный? «Тьма»? Да, немецкий. Да, немецкий. Вот. В общем, мое мнение, что каждый имеет право на мнение, но я лично отписываться не буду. Поддерживаю. Пропагандировать, наверное, не совсем правильно, но и упрекать, и говорить, что в целом Netflix опустился, тоже неверно.